Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии снова под вопросом устойчивость власти Фридриха Мерца. Коалиция говорит о реформах, сам Мерц о втором сроке. Но внутри Бундестага нарастает тревога. В восточных землях все чаще голосуют против правящей коалиции. Бизнес ждет быстрых решений, а в бюджетном комитете уже спорят, куда пойдут деньги – на промышленность или на военные расходы. Если темпы новых реформ сорвутся, давление внутри парламента может стать для канцлера критическим, и о втором сроке ему придется забыть. И это еще не все. Контроль миграции все дальше уходит за пределы Европейского Союза, например, в третьи страны – в Турцию, Тунис и Египет. Европа платит миллиарды за задержание потоков беженцев, но взамен все больше зависит от решений третьих стран. Как только финансирование уменьшается, эти маршруты снова начинают работать. Стоит ли ЕС сегодня тратить десятки миллиардов евро на такие проекты? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии всплыла новая тема. Это будущее канцлера Фридриха Мерца и то, насколько прочно окажется его позиция в ближайшие годы. Сейчас все внимание сосредоточено именно на том, сможет ли Фридрих Мерц удержать курс и коалицию в Бундестаге. Напомню, что он пришел к власти после Олафа Шольца, когда наблюдались экономический спад, давление на бюджет и шли жесткие споры о миграции и пенсиях. Задача Фридриха Мерца с самого начала была предельно прагматична. Это стабилизировать финансы, вернуть доверие бизнеса и сократить социальные расходы там, где это возможно. Если мы с вами сейчас посмотрим на текущую расстановку сил, коалиция формально располагает большинством. Но в парламентских кругах с каждым днем все больше звучит сомнение. Часть депутатов опасается падения рейтингов в регионах, особенно в Восточной Германии, в Саксонии и Тюрингии оппозиционные силы усиливают свои позиции, и на самом деле это очень сильно влияет на дисциплину внутри правящей коалиции. Приведу конкретный пример. 52-летний Томас из Магдебурга, владелец строительной фирмы с 14 сотрудниками, говорит, что поддержал консерваторов из-за обещания снизить налоговую нагрузку. Но если реформы затянутся, он готов пересмотреть свои симпатии. Для малого бизнеса сейчас важны конкретные решения по энергетическим тарифам и доступу к кредитам. Вот это тот переломный момент, когда на самом деле избиратели ХДС, КСС и Социал-демократической партии Германии не готовы долго ждать выполнения предвыборных обещаний. Сегодня в Германии экономический блок правительства Мерца делает ставку именно на инвестиции в промышленность и цифровую инфраструктуру. Но мы-то видим, что в бюджетном комитете уже идут споры о сокращении субсидий и перераспределении средств именно на военные расходы. То есть одни за субсидии и поддержку промышленности, а другие хотят деньги пустить на оборону. Министр финансов настаивает на жесткой экономии, а социальное крыло коалиции, то есть партия Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, предупреждает о риске недовольства среди получателей пособий. Мы видели, что в Брюсселе канцлер Фридрих Мерц пытается активно взаимодействовать и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсуждая промышленную политику всего Европейского Союза и поддержку экспорта для Германии. А я вам скажу, что на самом деле для немецкой экономики это критично, потому что, внимание, более половины экспорта идет именно в страны Евросоюза. Напомню, что ранее Германия уже проходила периоды нестабильных коалиций. Например, в 1980-х правительство переживало смену партнеров, но канцлеры удерживали рост за счет партийной дисциплины и экономического роста. Сейчас все-таки мы видим, что рост очень слабый, а значит прочность действующей власти зависит именно от темпов реформ. Приведу еще один пример. 38-летняя Катарина из Гамбурга работает менеджером в логистической компании. Она отмечает, что для ее отрасли важны предсказуемые правила и стабильность курса. Если правительство начнет менять налоговые ставки каждый год, бизнес просто замрет. Поэтому главный вопрос сегодня в Германии: хватит ли у канцлера Фридриха Мерца времени и поддержки со стороны коалиции, чтобы провести заявленные изменения до следующих выборов. Ведь он буквально на днях уже, вы знаете, заявил, что планирует идти на второй срок. Таким образом, если экономические показатели улучшатся, коалиция укрепится. Если же рост останется слабым, а социальные споры усилятся, давление внутри Бундестага возрастет, а рейтинги партий пойдут вниз. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии стал вопрос ребром, который касается внешней границы Европы и о том, кто на самом деле контролирует поток мигрантов еще до того, как они добираются до территории Европейского Союза. Мы с вами видим, что за последний год центр тяжести сместился далеко за пределы Германии.
То есть решение принимается не только в Берлине или в Брюсселе, а, например, в Анкаре, Тунисе, Каире. Напомню, что после кризиса 2015 года Евросоюз сделал ставку на соглашение с третьими странами. И тогда ключевым стало соглашение с Турцией в 2016 году. Помните, ЕС пообещал миллиарды евро на поддержку беженцев в обмен на контроль маршрутов через Эгейское море. С тех пор подобная модель стала распространяться и на другие страны Северной Африки. Сейчас деньги идут в Тунис, Египет, частично и в Ливию. Также акцент делается на финансировании пограничных служб, систем наблюдения и центров размещения. И, кстати, суммы измеряются миллиардами евро. Брюссель объясняет это тем, что дешевле удержать поток вне Европейского Союза, чем потом распределять людей по странам Союза. Приведу пример. 41-летний Марко из Сицилии владеет небольшой туристической фирмой. В 2016-2017 годах его бизнес пострадал из-за постоянных новостей о прибытии лодок с мигрантами. Сейчас поток через Центральное Средиземноморье сократился, и сезон для него прошел намного спокойнее. Таким образом, для него такие внешние соглашения – это вопрос дохода семьи. Но есть еще история. 33-летняя Лейла из Туниса работает в неправительственной организации, которая следит за условиями содержания мигрантов. Она говорит, что европейские деньги усиливают контроль, но не всегда сопровождаются прозрачностью и защитой прав людей. Сегодня третьи страны-партнеры выставляют свои условия. Вы нам финансовую поддержку, побольше инвестиций и торговых преференций. В ответ они обещают удерживать маршруты с мигрантами. А мы с вами знаем, что канцлер Фридрих Мерц, а также министр внутренних дел Александр Домбрит настаивают на снижении нелегальной миграции и поддерживают внешние соглашения. И еще один эпизод. В недалекие времена Европа уже передавала контроль границ соседям. Помните, в 1990-х Испания активно сотрудничала с Марокко, чтобы сократить переходы через Гибралтар. Кстати, это тогда дало быстрый эффект, но появилась зависимость от политической воли партнера. Еще один пример. 45-летний Ханас из Измира в Турции работает в компании, которая обслуживает такие лагеря размещения беженцев. Он, не скрывая, говорит, что рад, что такое финансирование из Европейского Союза поддерживает рабочие места в регионе. Для Турции это экономический ресурс и инструмент переговоров с Брюсселем. Поэтому сегодня мы с вами видим, что все упирается в то, сколько Европа готова платить миллиардов евро за удержание потоков за пределами своих границ и какую политическую цену она за это заплатит. Если партнеры третьи страны усиливают давление, Европейский Союз оказывается в позиции зависимого плательщика. Но мы с вами уже неоднократно наблюдали, что если финансирование сокращается, эти маршруты быстро начинают работать снова. И в конце концов, давайте не забывать, что это напрямую касается Германии, потому что каждый новый кризис на внешней границе через несколько месяцев отражается на самих землях, муниципалитетах, школах и, соответственно, социальных бюджетах. На этом пока все. Спасибо за просмотр.